фанаты Тини Бани, или же на русский перевод Зайчик, все ждут не дождутся, когда же выйдет долгожданный 4-й эпизод. Но, друзья, если нам нужно ждать долго, то я сразу вам говорю, что будет что-то стоящее. Поэтому, если же мы ждем долго, и значит то мы ждем не напрасно с вами. Потому что Сайкона и его бригада делают что-то такое прям, точно должно взорвать прям эту игру. Прям будут на каждом... Эта игра получится очень хорошей, и ее будут вспоминать еще очень долгое время. И хей народ, у аппарата, как всегда, я Дэнфоб, и сегодня у нас с вами новый видеоролик по тематике Тини Бани. И сегодня, новые новости по 4-му эпизоду. Мне скинули новые фотографии, новые картинки, посвященному к 4-му эпизоду. Фейк они или же нет, все равно давайте же рассмотрим. В принципе, хоть какая-то информация. И начнем мы с вами, как всегда, по нашей старой традиции. Ставите лайк, подписывайтесь, также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И пишите совершенно любой комментарий. Вам не трудно, мне приятно. Вот. Ну а я начинаю. Погнали. И первая картинка у нас с вами, давайте же мы ее рассмотрим. Это у нас Антон держит блистер, и на нем нарисован лес. И из лесу кто-то смотрит. Это у нас, по сути, картинка из жвачки. И здесь написано «Лес это». То есть это отсылка к жвачкам Love is. Лес это, когда страх твой лучший друг, и из леса на нас смотрят звери. В принципе, очень прикольная картинка и уже более-менее похожа на оригинал работы Сайкона. В принципе, мне она понравилась. Следующая фотография, это у нас сидит Тихонов в своем кабинете. Над ним мы видим портрет Ельцина. Сам он сидит, курит сигарету. Новая информация. Оказывается, Тихонов у нас курит. Не знал. Также я говорил в своем ролике про Тихонова, что у него, возможно, есть свой кабинет, есть свое отделение полиции, милиции. И как я был прав, вот, пожалуйста, мы у него в кабинете. Возможно, что-то произошло, Антон, Рома и Бяша, а возможно и Полина пришли к нему за помощью, чтобы тот смог им помочь. В принципе, кабинет нарисован очень хорошо. По тем временам сделано, именно выполнено в те времена. Видим на столе светильник, потом 2 телефона, ручки, карандаши, всякие папки, видим всякие шифонеры, часы, и сам лейтенант Тихонов в своей форме. Следующая фотография, это у нас Полина, она наклонилась к Антону. Не знаю, будет ли это романтическая какая-то сцена или же нет, но получилось очень мило, красиво, мне прям очень нравится. Сайкона, ты молодец. Я вам скажу, что это выполнено именно как, что рисует Сайкона, как он делает. Потому что мне как-то больше складывается, что эти фотографии не фейк. Так, и мы здесь видим, что у Полины волосы свисают. И это очень выглядит так по-своему эстетично. Она, как всегда, у нас в школьной форме, не успела переодеться в свою повседневную одежду, потому что в гости, как я понимаю, придет Антон. Она же нам обещала, что скоро нас сводит к себе домой. Показать нам кассеты с музыкой и сыграет нам на скрипке. Как раз следующая фотография мы видим. Полина играет на скрипке у себя дома. Видим уже время вечернее, потому что происходит все это так в вечернее время. Обстановка слегка темная и включен не фонарик, а как это называется, ночник. Лампа, включена лампа. И, видимо, она играет нам на скрипке. Видим, нарисовали ей колготки, как она в своей школьной форме. И выглядит очень красиво, качественно, мне прям очень нравится. Видим на полу ковер. Сверху у нас рядом с Полиной то ли шкаф, то ли телевизор. И как будто рядом диван, рядом с Полиной.
Двигаемся далее. Это у нас фотография паука. Походу Антон нарисовал паука. Походу что-то произойдет такое, что напугает либо же Антона, либо Антон попытается нарисовать Человека-паука, и в следующей фотографии уже паук открыл пасть. Не знаю, что это значит. В следующей фотографии уже паук более детальный. Возможно, Антона кто-то в школе попросит нарисовать паука. У него, я вот предполагаю, он не выпил таблетки, и ему показалось, что там человеческое такое лицо постепенно открывает рот. Как у нас была, по сути, ситуация с драконом. Точнее, как он нарисовал лису Алису с забором. То есть, по сути, у нас какая-то же ситуация. У Антона какие-то глюканы. Окей, а на этом я все, что нашел, вам вот сейчас показал. Да, немного, но все-таки хоть какая-то информация да есть. Вам скажу, если придется ждать долго, я вам скажу, мне будет не лень ждать, да, потому что они, во-первых, работают, они знают, что этот проект, он очень качественный, во-первых, выполняется. Я нигде не видел такую новеллу, именно, во-первых, нашу русскую, с озвучкой. Я не знаю, если же вы знаете какую-то новеллу русскую с озвучкой, то напишите в комментариях. Я обязательно ее сыграю и скажу свое мнение. А также этот проект, он получился довольно-таки хороший. Большинство людей, во-первых, из стран СНГ играют. Это очень сильно напоминает те времена СССР, во-первых, хлеб со сгущенкой. Я если честно, я по сей день так делаю. Это, во-первых, ничего такого, это не кринжовое. Это, это сытно, это нормально. Попробуйте хоть раз сами, и вам понравится. Игра очень тепло воспринялась именно россиянам, бывшим Советский Союз. И я вам скажу, ностальгия очень большая по тем временам. И игра получает очень хорошие оценки именно от нас. Также еще раз повторяюсь эти же слова, да, с прошлых выпусков, что игра рассчитана и на китайцев, и на англоговорящих людей. Но, такой вопрос, как они поймут все это, да, если же они не жили в те времена, не знают по рассказам. Может быть, они поймут именно поиграв в эту игру, но, мне кажется, большинство не поймет, что как это так в те времена люди так жили, не могли себе многого позволить. То есть, я считаю, что они могут не понять эту игру. И да, чуть не забыл. Тут комикс вовсю делают прокат, уже готова обложка. Может ли это означать, что комикс уже готов? Честно, я сам не знаю, но думаю, раз обложка слита, значит уже готов, и его возможно выпустят в печать, но это скорее всего навряд ли. Что же, ждем комикс, ребята, ждем. Также я нашел изображение, где Антон испортил красивый рисунок Полины. Он нарисовал ей рога, острые уши, злую улыбку, и также мы ведем много оскорбительных слов в ее адрес. Это может быть по ветке с Полиной, но с плохим поворотом. Возможно, Полина выбирает все же Рому, и поэтому Антон, это узнав, испортил ее красивый портрет. Ребята, кто досмотрел этот ролик, напишите кодовые слова Антон, и тогда я буду знать, что снимаю это все не зря, ведь на монтаж видео уходит не один день. Что же мне хочется сказать еще, что Сайкон, он меня удивляет, он столько стал делать и показывать нам с вами свою работу, и да, эти работы они свежие, то есть идет процесс создания 4 эпизода, мы будем надеяться, что у них все получится и они сделают все хорошо и качественно. Тут я, ребята, еще откопал одно изображение. Здесь у нас мы видим дорогу в лес и видим темный гараж, то есть по-другому черный гараж. Видим, у нас здесь лес, снег, сугробы, все как и было в первой встрече, но здесь мы уже видим все детально. Возможно, мы отправимся в черный гараж не один раз. И как я предполагаю, что возможно лейтенант Тихонов и его товарищ по работе отправятся вместе с Антоном, с Ромой и, возможно, кто-то будет с ним еще, отправятся в черный гараж. Возможно, не найдут местоположение точное черного гаража и скажут, что там они слышат какие-то звуки. Или же, например, скажут, что этот гараж причастен к некоторым исчезновениям. Или же скажут, что там скрывается заячья губа. Они его подозревают, кстати, в том, что он есть маньяк.
Вот. Ну, а на этом у меня все. Всю информацию я вам показал, рассказал. Надеюсь, вам видеоролик был полезен, вам понравилось, вы поставили лайк, написали комментарий, и также не забудьте поделиться этим видеороликом в любых соцсетях, которые вам можно. Также, еще раз повторяю, спасибо за внимание, вы провели это время не просто так, вы увидели новые кадры, которые вы, наверное, вряд ли где-то еще увидите. Ну, возможно, уже по интернету оно разбежалось быстро, ведь ролики я уже снимаю как бы уже давно. Вот, ну, еще раз вам спасибо за внимание. Также на этом давайте прощаться. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,